Всем доброе утро. Чуть покажу мой городок опять. Иду переставить машину. Поставил немного плохо. Поеду сегодня на машине Марьяна. Мой городок. Какой рассвет. Классный, не? Все люди спят и не видят такого. Как там говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Не могу я спать, я просыпаюсь в 5 часов, даже без будильника. И не спится, и все. Какие-то планы строишь. Машины все стоят, парковка забита. Надеюсь, что кто-то где-то освободил что-то с утра. Вон там кто-то выехал, вон там место есть. Что займет, не? Ой. Опять ехать в то село. Знаю, уже думал спать там. Знаете, я не знаю, я после этого своего городка, где я смогу жить. И как хреновая машина стоит. И вот эти, когда выезжают, если он еще спит, он мне может в бочину дать. Так что я лучше не буду рисковать, переставлю. О, я сейчас вообще, Марьян же выйдет, а я поставлю на его место. Точно. Зажигалка. Так, я курю, ну ваш баню. Нельзя курить в камеру. Когда брошу, то я не буду. Так, блин. 15 сантиметров там, 15 тут. Как бы никого не сломать. Окей. Видите, блядь, зеркало. Никого не зацепить. Ты еще ходишь тут. Куда ты ходишь, блин, в 5 часов утра? Гуляет он. Окей. Окей, блин. Что ж так тесно в этом городе? Камера криво стоит, ну и фиг на нее. Сегодня пятница. Не знаю, когда это видео вы видите. В субботу, кстати, жена была вчера в Риме, говорит, полно туристов. И я, в принципе, читал, что в общем, читал, что в этом году должна быть очень много туристов. Так что, если кто-то собирается в этом году, блин, на газ. Это горы. Горы. Давай, машинка, тяни. Съехал. Ну, до Марьяна. Сейчас он выйдет. В Риме в этом году полно туристов будет. Потому что там в Ватикане открыли какую-то дверь, которая открывается раз в 25 лет. И думаю, что все попрут посмотреть, чего там. Так, где же Марьян-то, блин? Пока еще раз сниму. Покрасили они этот низ. Полгода собирались красить. Эй, домик, я скучаю. Вот там вот наверху квартира моего этого
что я снимаю здесь у него. Я думал, я ему буду делать. Ну, видите, такой говнюк. Платим мы за свет. А, нет, это уборка. Ну, кто-то там идет. Эко. Привет, привет. Эко. Привет. Buongiorno. Привет, привет, привет. Да, io sto qua. Ma come che stai in anticipo? Vai via, io vado, metto da tuo posto. Metti qua. Metto zaino, aspetta, apri. Четко вышло. Ехал, мы становимся. Ну все, надо вылезти отсюда. Нормально? Нормально. Путь дорогу, не смотри назад. Где-то долей Намо. за горой нас ждет пора. Пусть смеется душа и сердце бьет мимо леса. Все, Богом. Поставили, то есть купили опять материальчики. Всегда нам надо. Вот наши апартамента. Vedi? Già sta adesso. Vedi? Напомню или объясню новым зрителям, что там было, почему мы этим занимаемся. Мы сняли плитку там, потому что там, где была душевая кабинка, я когда проверил наклон, был в сторону дома. То есть при дожде все текло в дом. Еще и там были дыры, и все там просто тупо затекало. Такой классный диск, кстати, для шлифовки. И вот я чищу старые плитки, потому что часть разрушилась, и часть хотя бы я сохранил. Спасибо Марьяну, переживает за мои легкие. Поэтому мы сняли плитку, подняли чуть-чуть уклон от дома в сторону забора. И сейчас надо положить плитку. И, то есть, как я вам и объяснял, мне самое главное, чтобы в дом не затекала вода. Она туда просто ручьем текла. От того была вся сырость и все такое. Вот эту тачку, кстати, я сделал сам. Она мне столько лет, столько раз выручала, что я буквально сам разгружал грузовики с материалом. Когда есть хороший, удобный заезд в подъезд, лифт, я выгружаю на улице, заезжаю с этой тачкой с 4-5 мешков, ложу сверху, заезжаю в лифт и сразу заезжаю в квартиру. Классная штука. Рекомендую. Ну и также, когда плитку ложите большие объемы, тоже удобно. Но я не люблю вообще, честно говоря, плитку ложить. Вот кто переживал за мои колени, я уже в наколенниках, видите. На всякий случай, ну, мне некоторые пишут, что даже учатся здесь. Вообще-то канал у меня не для учения, я просто снимаю видео, как процесс работы идет. Но если вы хотите ложить на улице плитку, не экономьте, покупайте для улицы плитку. Не каждый клей подходит. То есть и плитку, в принципе, и клей. Плитка должна быть достаточно прочная, а клей должен быть устойчивый к дождю, к влаге. Он чуть-чуть дороже. Ну и такой маленький нюанс. Для светлой плитки лучше покупать светлый клей. Ну ничего, у нас как-то мы это вообще профукали. Но мы спецы, у нас и так все хорошо получится. Ну и здесь хорошо видно, что на пару сантиметров, вот как мы подняли. То есть только чтобы вода не затекала туда. Дальше уже слив идет в сторону забора. А вот в этом углу была проблема.
Ну и немного остановлюсь на комментариях, потому что кто-то мне написал, кто-то, может быть, думал, не написал. Тут и медленно, он мусор не может убрать. Тут один даже прям написал хозяйке в комментариях. Я ей тоже сделал скриншот и выслала. Ну, мы вместе посмеялись. Что я мусор даже не могу убрать, а она мне доверила такую работу. Во-первых, у меня не все видео сняты. То есть я вам показал, они готовы, но процесс немного впереди уже идет. Сейчас у меня тоже есть колымчик один, я занимаюсь в другом месте. Марьян здесь сам. Так я и экономлю, и чуть зарабатываю больше. В самом конце видео я покажу, что там за колым и чего я делаю. Во-вторых, многих мелочей я просто не снимаю, физически не могу. Вы даже не представляете, какое количество мелочей, ходьбы по этой территории нужно, занимает время. Не это все так просто. Некоторые понимают, меня наоборот пишут в комментариях, поддерживают. Но я это говорю для тех, кто не в курсе, как такой объем сложно делать. Да и в конце концов, я вам снимаю эти ролики, ну просто, чтобы кому интересно, видели процесс работы, или там процесс работы в Италии, или лично мой процесс. Я сам всегда, мне нравилось смотреть, как кто-то делает, что-то мог взять для себя. Ну вот даже ту же тележку, почему бы нет. Много лет я работал без нее. Не говорю, что каждый раз она мне пригождается, но часто да. Кто-то мне написал, что ну здесь долгий сериал на 2 года работы. Не будет здесь 2 года. Максимум 2 месяца, там сейчас уже и работа быстрее пойдет. И у меня другие работы будут, так что не переживайте, разнообразие будет. Главное, подписывайтесь, а то я сам не знаю, наверное, впереди еще интереснее все будет, а вы потеряете канал мой. Но заранее предупреждаю, у меня не будет только стройка, все равно какие-то кусочки, куда я буду выезжать. Где-то на море, где-то какие-то интересные, может, прогулки будут. Я буду вставлять вам для разнообразия. Ну что, каждый день стройка и стройка. Прям кто-то мне пишет, нет, давай стройку. Вот любители строек-то, блин, ремонтов. Вы-то сидите лежа на диване, а я работаю еще. Кстати, всем вроде вам так далеко до конца работы, а хозяйка уже кухню купила, можно сказать. Через пару дней привезут. Ну, собирать ее пока не буду, конечно, рано, но хотя бы у меня будет место для труб, для воды уже, я буду знать, где чего выводить. Кстати, вот этот диск, что я им чищу, это очень классный, хитрый диск. Им можно и стены равнять, и полы. Он, понимаете, просто так сошкрябывает классно. Вообще его хорошо использовать с пылесосом, если внутри, но здесь снаружи можно и так. Для этого диска еще есть насадка специальная для болгарки. И вообще я вам скажу, в интернете можно найти всякие интересные диски, которые не продаются в продаже. Ну, видимо, они считаются как бы по технике безопасности не проходят. Но я многие использую, и мне нравится. Думаю, многие меня поддержат в том, что с хорошим, удобным инструментом, ну, работа превращается в игру. И опять же, почему люблю минимум людей, потому что меньше советчиков и все как-то проще договариваться. Марьян у нас делает угол. Тоже за этот камень напомню, он был внутри салона. Хозяйка сказала, что мне не нравится, если можешь, убери его. Ну, я убрал, но он валялся. Ну, куда я его дену? Выкидывать жалко. Ну, я его прилепил сюда. Тут такое, даже если кому не нравится, поймите, это Италия, и, допустим, вот в этом месте это модно. И, кстати, очень практично, очень прочно. Так как я это положил, оно будет стоять еще 20 лет. Кстати, раньше я такую же работу швы заделывал. Берется просто пакет, такой с плотного целлофана, делается дырка там, и через тюбик, как крем для торта, выдавливается. Ну, мне интересно было попробовать этот шприц, и в каких-то местах все-таки он более деликатный, может быть, не так быстро. Ну, не знаю, так, очередной эксперимент. Допустим, один раз мне дали тоже шприцом, я заделал такие где-то сантиметр между плиткой, тоже она такая типа камня, и тоже штукатуркой надо было заделать эти швы. Ну, там только таким шприцем надо.
Поэтому тоже же рекомендую иметь такой на всякий случай. Ну, если вы, конечно, универсал, как я. Ну и тоже совсем не понимаю таких агрессивных людей, которые говорят, да я бы даром этот сарай не взяла. А чего мне нравится? Это нормальный дом, просто он в таком состоянии. Или у вас нету воображения, что с любого сарая, в конце концов, можно сделать ну, что-то приличное. Просто надо приложить руки, деньги. Тем более я вам показываю способ, как небольшие деньги можно вложить. Вот, допустим, ту же плитку мы купили по 10 евро квадратный метр. Там ерунда тех денег вышла. Кстати, она вообще другой формы, там была 30 на 30. Ну, не мог я найти, я не хотел дальше тратить время. Ну, получилось вроде нормально, почти незаметно, как будто так должно быть. Вспомнил еще один комментарий прикольный. Женщина пишет: так, я все поняла. Хозяйка этого дома — это его жена. С чего вы это взяли? А кто-то мне как-то написал, что я этот контент придумал, то есть этот дом вот весь, не знаю, замутил. Как я это мог замутить специально для Ютуба, для контента? Не, оно просто совпало так удобно. Посмотрите прошлое видео, я работал там в фирме. Ну, я действительно буду сейчас стараться брать сам работы. Не знаю пока, где их буду искать. Есть еще один Колым тоже после Пасхи. Тоже моя подписчица позвала меня. Будем с Марьяном ей крышу ремонтировать, и там балкон тоже. Так что тоже кто-то мне написал: да, я так понял, что этот сериал, такими темпами на 2 года. На 2 года здесь денег не хватит. Ну, максимум, может, там еще 1,5-2 месяца будет в этом месте, если не будет параллельных работ. Так что не переживайте, что вы будете 2 года смотреть одно и то же. Я уже работаю на другой, один подъезд ремонтирую, и тоже выложу видео оттуда. Наверное, даже на этой неделе. Так что подписывайтесь. Сюрпризами вас буду периодически радовать, ну, какими-то новостями. Ну и здесь тоже вот эту ванную я не показал, вот как-то я в попыхах, где-то оно затерялось в телефоне. Сам процесс восстановления вот это под умывальниками, там все было черное, в плесени, но не такое это сильно разрушенное. Опять же плесень. Нету вентиляции, нету отопления нормального, и в таком месте, где нету движения воздуха, ну, естественно, еще и купа влаги, естественно, будут такие проблемы. Я использую, в некоторых видео рассказывал, тот же клей А96. Раньше я его не знал, он появился недавно. А96. В общем-то, он только для таких работ, он не то, чтобы там плитку на него клеили, он как штукатурка получается. В чем его выгода, что можно минимальные финишные какие-то работы им делать. То есть, если какой-то штукатуркой готовой делать минимум, скажем, полсантиметра, есть риск, что она отвалится. А клей, все-таки он клей, он прилипает, и его можно потом сделать как штукатурку, то есть затереть вот таким способом. И он получается беленький, чистенький, можно даже и не красить. Но дороговатый он стоит где-то между там что-то, не знаю, 17-18 евро мешок, не помню. Поэтому я его экономлю только на финиш. Я им там дырки не закидываю никакие. Кстати, тоже вот эти вот краники все поменял, вот эти сливные трубы. Поставил такую убогую, но она дешевая, ну пока так. Тоже экономлю на этом. Здесь все поменяно было. А вы понимаете, что это пару дней надо было потратить на эту ванную, чтобы снять старое, поставить новое. И гидравлика всегда стоит денег. Еще один комментарий вспомнил. Я рассказал анекдот про гидравлика, а он меня поправил. Парень говорит, это был не гидравлик, это был сантехник. Гидравлик и сантехник — это то же самое. По-итальянски гидравлик — это наш сантехник.
Ну и здесь самое главное не запачкать этот камень. Ну и сделать все плавно. И еще один секрет скажу, что вот эти зубцы я не люблю заделывать. Тогда видно рисунок камня, и тогда получается правильно. А его заделывают иногда ровно. А есть, ну, не совсем. Можно, конечно. Но меня так научил прямо этот реставратор со Швейцарии. Ну, я, правда, кирпичи расшивал. Снизу, видите, теперь ничего, никакая вода не затечет. И потом в конце еще чистой пойду. Ну и, конечно, плитку помыть надо сразу, пока свежая. Потому что здесь бесполезно что-то стелить. Что я картон постелю? Он намокнет, размокнет. Без толку все. Итак, последний кусочек. Ты-ды-ды-дынь. Ultimo pezzo, dico. Non va ultimo pezzo. Va, ma troppo piccolo. Dimenticato a fare questo. Пока я там играл, самоян, смотрите, что сделал. Так, здесь предупреждаю, здесь будут вот такие вот штучки, они специально для этого сделаны. Для того, чтобы если захотите поменять рамку, здесь все равно пройдет. Mariano, ma che controllo la ruminanza? Quanto deve uscire l'acqua? Ah, sì. Questo dobbiamo allargare il buco un po'. Cosa? Dobbiamo allargare un po' il buco. Allargare? Sì. Possiamo allargare? Mi dà fastidio qua. Ну а в следующем видео я вам покажу, как я окно ремонтирую. То есть вокруг окна должна быть такая вот, ну как она называется, я не знаю, рамка. Тогда оно выглядит красиво. Ну и фасад мы уже, можно сказать, с этой стороны закончили. Все это в следующей серии. Надо сверху пройти эту полоску с лестницы. Вот с этой. Вот мне. Немного тяжело на одном дыхании красить такое, зато быстро.